Майон Бун, так, доброе утро всем. Я смотрю, сейчас многие хотят переехать на ПМЖ на Филиппины и думают, что здесь их ждет райская жизнь. Я бы не хотел, чтобы соотечественники стали сюда массово переезжать. В этом ролике я постараюсь вас отговорить переезжать сюда и расскажу о тех негативных моментах, с которыми вы можете столкнуться, если будете постоянно здесь жить. Первый и очевидный недостаток – это жара. Плюс-минус 30 градусов жары будет круглый год. И в комбинации с влажным климатом духоту иногда будет трудно переносить. Вы будете постоянно потеть. Вы будете принимать душ 3-4 раза в день. Иногда вам будет трудно дышать. Да, можно остыть под кондиционером. Но в большинстве квартир это не модные тихие сплит-системы, это одномодульный кондиционер, старенький, который будет шуметь как трактор. И если днем под таким кондиционером еще можно остыть, то ночью от его шума будет невозможно спать. А без кондиционера, даже под вентилятором, иногда будет трудно заснуть до 2 часов ночи, пока жара не сойдет на нет. Также от использования кондиционера вы всегда будете ходить с соплями. Вот кондиционеры одномодульные. Сейчас включу, послушайте, как он шумит. Спать под этот шум нереально. Следующий момент – грязь. В принципе, филиппинцы чистоплотный народец, и свои жилища, и свои дворы они содержат в чистоте. Но проблема в том, что весь мусор изнутри они тупо выбрасывают снаружи. Грязь, вонь и горы мусора будут преследовать вас везде. Особенно в крупных городах. Вот этот холм за моей спиной – это не холм, это горы мусора, это свалка в черте города. Филиппинец, не задумываясь, выбросит пластиковую бутылку или пакетик посреди улицы. И ничего дурного в этом он не увидит. Убирают улицы, если рядом какой-то отель или ресторан, и делают это владельцы данных объектов. Просто улицы же, как правило, никто не убирает. Вывоз мусора, как правило, происходит раз в неделю. Машина едет вдоль дороги и собирает мусорные пакеты, которые нужно заранее оставить на обочине. Как правило, это происходит с утра. Многим с утра лень выносить мусор, и они мусорные пакеты оставляют с вечера. За ночь собаки разрывают мусор, который так и будет валяться вдоль дороги, потому что мусорщики будут собирать только целые непорванные пакеты. Полноценной переработки мусора тут, как я понимаю, нету. Поэтому не дай вам Бог поселиться недалеко от свалки. Даже в нескольких километрах, если ветер будет не в вашу сторону, вы будете ощущать запах. Следующий момент – это шум. Любите тишину? Тут вы ее вряд ли найдете. Лай собак и крик петухов будет преследовать вас всегда. Но и это не самая большая проблема. Филиппинцы с рождения привыкли к тесноте. Они растут в больших семьях, где 10 детей в семье – это норма. Как правило, они живут большими семьями в маленьких домах. И никакой шум их не может растревожить. А вот нас, скорее всего, будет. Филиппинцы сами по себе шумный народ. А еще они очень любят петь и что-то праздновать. И петь они любят в караоке. И делать они это любят прямо с утра. Караоке-машины есть практически в каждом доме. Поэтому филиппинцы не особо будут переживать о вашем покое. Они просто не понимают, как этот шум может мешать, потому что с детства привыкли не обращать на шум внимания. Следующий момент – это английский язык. Знание тагальского или висайского не требуется, потому что английский на Филиппинах – это второй официальный язык. И все более-менее разговаривают по-английски. Но наши ведь даже 2 слов не могут связать по-английски. Без знания языка здесь делать нечего. Не знаете английский? Даже хотя бы минимально. Сидите дома и учите. Hello. Следующий момент – это еда. Филиппинская национальная кухня особой изысканностью не отличается. Национальные блюда сисик, синьганг, адоба
не особо сложны в приготовлении, отличаются простотой. Это не Таиланд с их изысканной кухней. Филиппинцы, если честно, готовить не умеют. Все либо чересчур соленое, либо чересчур сладкое, либо в усмерть ужаренное в масле. Гурманам тут особо делать нечего. В ресторанах с более-менее хорошей кухней, нацеленной на иностранцев, будьте готовы отдать хороший ценник. И будьте готовы очень часто кушать рис. Рис, рис, рис. 3 раза в день рис. Какой-то экзотической кухни, кроме жареных куриных лап и балута, здесь особо нету. Должно быть, это древние наскальные рисунки, оставшиеся от древних людей. Пару слов про цивилизацию и сервис. Филиппины – это большая деревня со всеми вытекающими. Даже в крупных городах это ощущается. Например, запросто можно где-нибудь в Сибу в автобусе в самом центре города встретить мужика с живой курицей в руках. С одной стороны, в этой деревенственности есть свой шарм, но если вы любитель городского образа жизни, цивилизации, Филиппины вас разочаруют. Это касается и сервиса. Получить качественный сервис иногда бывает затруднительно. Причем я говорю о любом виде сервиса. Hello. Нет, я не твой папа. По поводу цен. Если вы думаете, что здесь супер дешево, вы ошибаетесь. Посмотрите мой ролик про цены на продукты и сравните. Такие продукты, как колбаса, сыр, да и вообще все импортные продукты здесь супер дорогие. Также здесь супер дорогое электричество, качество которого оставляет желать лучшего. Электричество здесь стоит 12 песо за киловатт. Следовательно, если любите остыть под кондиционером, будьте готовы выложить от 3 до 5 тысяч песо в месяц за счет за электроэнергию. Перебои электроэнергии случаются в среднем пару раз в неделю, примерно по часу. Раз в месяц вырубают на целый день, а иногда после тайфуна придется сидеть без света 2 или 3 дня. Интернет тоже супер дорогой и супер некачественный. Если работаете удаленно и вам нужен высокоскоростной стабильный интернет, то подумайте, прежде чем сюда ехать. Тариф 20 мегабит в секунду обойдется примерно в 1200 песо в месяц. За 50 мегабит в секунду попросят все 3. При этом обрывы и просадки, само собой, регулярны. Мобильный интернет с трафиком от 20 гигов в месяц будет от 300 песо, но зона покрытия и скорость сами понимаете. Бензин здесь тоже не дешевый, в среднем примерно 75 песо за литр на сегодня. Также будьте готовы, что вам за продукты или за какой-нибудь сервис будут включать белый прайс, когда цена для вас будет выше, чем цена для местного. Для местных белый человек – это банкомат на ножках. Is it ready to eat already? It is ready? Этот дуриан мне обошелся почти в 700 песо. То ли это был пример белого прайса, то ли еще не сезон. Я просто очень люблю дурианы, давно их не было. Сейчас его нужно разделать, лишнее убрать в морозилку. Ну и вонять в квартире будет дня 2, наверное, еще. Разделал я дуриан, киданули меня с дурианом, он нифига не зрелый, не готовый и невкусный. Рано еще до дурианов, не сезон, наверное. 700 песо коту под хвост. Хочу сказать пару слов про местных и про отношения с местными. С одной стороны, филиппинцы добрые и отзывчивые, всегда готовые помочь, улыбчивые и счастливые люди. И жить среди них действительно приятно. Но это ровно до тех пор, пока у вас не случится какой-нибудь конфликт с местными. Или пока вы не будете иметь каких-либо дел с ними. Я также могу сказать, что многие филиппинцы мстительные, завистливые, трусливые и пакостливые. Я знаю много примеров, когда соседи из зависти, вместо того, чтобы прийти и обсудить проблемы с глазу на глаз, начинали мелко пакостить. Могли обрезать провода, отравить собаку, разбить окно камнем, распускать слухи и гадости за спиной. При этом в глаза они будут вам улыбаться и вежливо здороваться. И все потому, что, как им кажется, вы живете лучше и богаче них. Если же вы решите открыть бизнес, с местными сотрудниками вы испытаете немало стресса. Во-первых, будет большая текучка. Ваши сотрудники будут либо уходить сами постоянно, либо вы будете их менять за их косяки. Многие сотрудники будут безответственны и крайне неторопливы. Очень сложно найти хороших и трудолюбивых работников среди местных.
Например, девушка-продавец на кассе в магазине не посмотрит, что накопилась большая очередь, и народ в очереди уже начинает нервничать, если ей нужно отправить смс-ку или просто поболтать с коллегой. Тут все на расслабоне. Невыход на работу без предупреждения – обычное дело. У местных всегда то понос, то золотуха, то тетя болеет, то бабушку надо навестить, то фиеста в родной деревне. Это все повод не прийти на работу. Местные постоянно опаздывают. У них даже есть специальный термин «Филиппино тайм». Если вы назначили встречу с филиппинцем, скажем, на 9 утра, это не значит, что он придет к 9 утра. Это значит, что в 9 он только начнет собираться. Опоздать от 15 минут до часу – это вообще обычное дело. Одолжили деньги филиппинцу – можете о них забыть. Как правило, они не особо чтят договоренности. В лучшем случае, после десятка напоминаний и с задержкой в несколько месяцев вам вернут половину. А потом еще на вас же и обидятся, что вы там что-то с них требуете. Если у вас случился конфликт с местными и ваш конфликт дойдет до полиции или суда, будьте уверены, как бы на 100% вы не были правы, вы ничего не добьетесь. Филиппинец всегда встанет на сторону филиппинца. Тут есть негласное правило «Filipino first». Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю, и испытал это на своей шкуре. Когда пьяный филиппинец намотал меня на колесо и трусливо сбежал на глазах десятков свидетелей, его почему-то никто не нашел потом. И полиция палец о палец не ударила, чтобы найти уродца. Резко вдруг оказалось, что никто ничего не видел, никто ничего не знает, хотя тут уж, поверьте, все знают всех, особенно в небольших городах. Как вы уже поняли, с местной медициной я тоже столкнулся. Качеством она не отличается, а цены заоблачные. За моей спиной госпиталь Силиман, где я увлекательно провел 2 недели своей жизни. По 1 неделе с интервалом в 4 месяца. А почему так? Ну, потому что операция, которую мне здесь сделали, с первого раза не получилась. И нужно было через 4 месяца делать новую. Извините, сэр, не получилось, надо переделывать. При этом в сумме за лечение я отдал почти $500 000 песо за 2 операции. Спасибо родным и друзьям, которые помогли в трудную минуту. А это другой госпиталь. Думагети Эйс Хоспиталь. В принципе, иностранец может сделать местную страховку. Самая популярная здесь страховка PhilHealth, но она покроет всего лишь 20% вашего лечения. Про другие страховки, которые можно оформить в РФ, я ничего не знаю. Главное, чтобы можно было легко доказать, что у вас именно страховой случай. Другой пример про медицину из моего личного опыта. Пошел к зубному планово проверить зубы. Ничего не болело, ничего не беспокоило. В итоге нашли проблемы, сказали, надо лечить зубы. За лечение я отдал 6000 песо. Мне вылечили несколько зубов. После их лечения стал сильно болеть зуб, и я не мог жевать одной стороной. В итоге после их лечения теперь мне нужно перелечивать снова. Как я уже говорил, видеть много наших вокруг тут я бы не хотел. На Филиппинах стал популярным среди соотечественников остров Панглао. Его даже стали называть «Русским островом». Свою печальную славу он получил, так как оттуда стали вещать разного рода блогеры-проходимцы, задачей которых было завлечь вас туда и нажиться на вас. Наши же ни хрена не могут придумать, как попытаться нажиться на своих же. Разного рода Остапов-бендеров тут хватает. Именно поэтому я не стремлюсь заводить новые знакомства с соотечественниками. Подобных персонажей на Панглао зашкаливает, но и у нас на Негросе встречаются. Один тут, например, одолжил у моего друга почти $1 000 000 песо на строительство резорта и забыл отдать. Другой проходимец заманивал людей в Форекс-пирамиду, сладко пев чушь о несметных богатствах. Мой вам совет: никогда ничего не пытайтесь замутить с соотечественниками за границей, рассчитывайте только на себя. Но самая большая проблема, с которой сталкиваются экспаты, это застой. Вы заряженные и энергичные, у вас есть накопление, чтобы начать свой бизнес, с которого вы хотите жить долго и счастливо на Филиппинах, я более чем уверен, у вас ничего не получится. Вы за год или за 2 проедите все свои запасы и уедете ни с чем. Я таких примеров за годы жизни тут видел массу. Островной, неторопливый ритм жизни, вечная атмосфера праздника, жара – все это скажется на вашем КПД. Разделите свою обычную производительность на 2, а то и на 3, чтобы понимать, какая производительность будет у вас тут. Поверьте мне, я видел много примеров, когда энергичные и заряженные ребята с десятками бизнес-идей, стартовым капиталом приезжали сюда в надежде начать новую жизнь.
Но реалии были таковыми, что они просто за пару лет пробухивали свои накопления и, поджав хвост, ни с чем возвращались обратно, так и не реализовав свои идеи. Все ваши бизнес-идеи в 90% случаев тут не сработают, я вам гарантирую. Конкурировать с местными вы не сможете. Есть успешные исключения, но их либо единицы, либо там закопаны большие инвестиции. Устроиться на работу также, скорее всего, не выйдет. Туристу законодательно запрещено работать на Филиппинах, и работодатели это знают, так как им за найм на работу туриста грозят большие штрафы. Работать можно по рабочей визе, которую компании не будут торопиться вам делать. А если и повезет, то это будут большие города типа Манилы, Сибу, Давао, где базируется крупный международный бизнес. Жить в большом городе я бы не хотел. Еще одна проблема, с которой вы можете здесь столкнуться, вы можете просто остаться без денег. Сейчас обменять валюту нам очень сложно. Карты Visa и MasterCard больше не работают. Карты МИР здесь тоже не работают. Единственная лазейка поменять валюту – это через крипту, через P2P транзакции. Но там курс, как правило, не в нашу пользу. И такие транзакции банки нещадно блокируют по 115 ФЗ. Так что ваша транзакция может просто быть заблокирована. Имейте это в виду. Ну и вот такой тоже момент, как живность в домах. Неважно, какая у вас квартира, это частный дом, либо кондоминиумом, либо апартаменты. От ящериц и муравьев вам не скрыться. Они будут вашими спутниками, они будут вашими соседями. Иногда мне кажется, что я живу у них дома, а не они у меня. Привет. Где ты была? Все тебя потеряли, все соскучились по тебе. А? Что, у нас во дворе теперь новые собаки появились, и ты стесняешься часто выходить, да? Где твой ошейник? Куда ты дела ошейник?